прежде чем отсюда уйти, я хотел еще проверить вот это место. Я его не заметил, что не в первый раз, когда был в Бессандрионе, года 3 назад, наверное, что сейчас чуть не ушел. А место это не что иное, как бездна. Друзья, приветствую, с вами сэр Холмс, и рад вновь вас видеть в этом прекрасном мире, где все всегда стабильно, волшебно, а какие-то значимые события происходят только обычно с нашей подачи, и мы можем на них влиять. Это вновь Morrowind, Tamriel Rebuild. Я по-прежнему на континентальной части этой самой северо-восточной провинции Тамриэля. И в моих планах дойти вообще до самого северо-востока, вот до сюда. Вот, но пока что надо добраться хотя бы до Акаморы. Где-то рядом здесь должно быть место паломничества для храма. Сейчас я нахожусь в Бессандрионе. Единственный, наверное, в Моровинде действующий древний Данмирской крепости. И прежде чем отсюда уйти, я хотел еще проверить вот это место. Я его не заметил, что не в первый раз, когда был в Бессандрионе, года 3 назад, наверное, что сейчас чуть не ушел. А место это не что иное, как бездна. И выглядит это действительно как бездна. И очень интересно, что она таит в себе. Там, похоже, завал. Имеет ли смысл туда переправляться? Так, что у нас тут? Такие ингредиенты у меня вроде бы наличествуют, да? Хождение по воде, дыхание под водой. Да, светящийся уровень. Это все есть. Да, давайте же смотреть, что здесь. Ну, вообще, прежде чем лезть в эту бездну, все-таки я хотел бы сюда сначала. Надо было не тормозить и слетать, пока левитация еще та действовала. И убедиться, что здесь реально ничего, просто завал. В принципе, эта левитация может мне помочь здесь, сейчас. Ух ты, ух ты, ух ты. Ай, 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 ай. Затопленная часовня или затопленные палаты. Ого. Тихо там, успокойся, успокойся, друг. С ним что-то явно не так. Было. А, черт, тут еще и затоплено повсюду. Я типа не могу здесь перемещаться, пока не выложу снарягу. Можно прыгнуть сюда. А, черт. Еще бы я мог прыгнуть нормально. А, тут реально темно еще. Стрелы арены, интересно. Лепарда. Еще стрелы плавают. Кто же это там был такой? Вампир. Альнимтир. Ух ты, а у него что-то тут прикольное даже. Второй такой кинжал нашел. Неудачливая группа, что-то такое. Чернила, он может сам это писал? Ну-ка. Нет, я уж подумал, что он сам написал эту книгу, но нет. Чернильница у него в инвентаре. Повсюду скелеты. Так, а что, я не могу пройти тут? Скаком пополам пролез здесь. Левитация, кстати, сидит.
Он особо неприхотлив, похоже, был в своем рационе. Тут мертвые крисы повсюду. Вот почему повсюду эти стрелы ареновские? Что это значит? Гоблинский шлем, смотрите. Броня 38. Опа. Ха. А что? Хм. Это, по-моему, даже лучше смотрится с доспехами моими, чем шапка. Но дороже стоит, наверное, лучше. Ну, хотя у меня с деньгами все в порядке. С другой стороны. Может быть, я перейду на этот шлем. Кстати, пишите в комментариях, что больше вам нравится. Они совершенно одинаковые по характеристикам. Гоблинский только стоит дороже. Повсюду эти стрелы. У меня есть еще надежда, что какие-то скрытые помещения можно найти здесь. Надо в любом случае изведать это все. Но сначала нужно сбросить снарягу. А, тут попивал Мацт и Суджаму, вот этот вампир. Ладно. Возможно, он даже был квестовый. Окей, стандартный набор мой. С собой будет у меня только одно зелье восстановления здоровья, как бы. Вот все то, что на мне. Что еще? Зелье перышка. Вот это отмычка и щуп-ложка. Вот, прежде чем туда нырять, надо подготовиться. То есть вот у меня тут восстановление. Хотя... Наверное, надо было этот использовать лучше. Ну ладно. Так, потихоньку восстанавливается мана. Нехотя, как будто. Ну, прям мастер школы восстановления, конечно. Ну и вот это. И все, и ныряю. Хоть жемчуга собрать. Довольно много. Ай, черт, опять я застрял в этой штуке. Чё, блин, солидно застрял так. Так, это неприятно. Мана еще восстанавливается. Прикол, но нет. Через левитацию можно выбираться из этих водорослей. Забавно, конечно. Это что такое? Фиолетовое что-то белеет при приближении. Как будто какой-то объект. Непонятный, забагованный. Но вообще, похоже, ничего тут нет. Только трупы. А, нормально тут вампир пировал.
Ладно, я уже довольно тщательно все осмотрел. Ничего тут нет, похоже, больше интересного. Просто затопленное помещение. Что-то эти стрелы валяются. Как будто он приманивал кого-то этими стрелами. Что ж, ладно. Время двигаться дальше. Так. Пока надену гоблинский шлем, он выглядит так более брутально, как нечто действительно для путешествия по дикой местности. Давно, кстати, не надевал вот эту ледовую шапку. И вот этот амулет, пожалуйста. Все. Дальше на север. Какой-то особняк еще есть. Хочу в него сходить. О. А я смогу? А, ну вроде могу, да. Так-то переночевать где-нибудь, по идее бы, по-хорошему. Но тут особо негде. Придется, видимо, путешествовать в темноте. Ну вот, в общем, я на самом деле надеялся на больше от этой бездны. Она так запрятана тут. А, он, похоже, здесь можно было добраться, да, до нее? По этому уступу. Если нет левитации. Без левитации там делать нечего. По сути. А, ну хотя там зелье же. Да, про зелье-то я уже забыл. С помощью вампирского зелья можно было оттуда выбраться. Черные розы произрастают у нас здесь. На севере я... А, это, кстати, не север, это восток. Там на востоке я видел какие-то... А, наверное, плантация Нетрил. Но я там не бывал вроде в этих поселениях. Поэтому мне бы хотелось туда сходить. Да, и надо пополнить запасы коммуники. У меня слишком много всяких солей пустоты. У меня было пара неудачных попыток к тому же сварить зелье восстановления маны. Ну, здесь я был наверняка, но... Здравствуйте еще раз. Ничего интересного. И тут ничего интересного. Да? Ну, Бесандрион, да. Бесандрион я видел. Так, на всякий случай амулет. А, я же тут это... В свет вышел, можно сказать, надо. Выглядеть прилично. Гоблинский шлем снять. Кстати, вспоминается система из Kingdom Come Deliverance, где твоя одежда влияет на то, как к тебе относятся окружающие. Действительно имело смысл одеваться с иголочки.
Присяжный. Слушайте, вот в мене это, наверное, присяжный. Вот что я подумал. Дал присягу. Человек, давший присягу. Мер. Так, ну ты, скорее всего, тоже ничего не скажешь, да, нового? Угу. Ну, просто такой симпатичный особняк тут у вас. Богатая семья Данмеров. Понятно, спасибо, пойду дальше. Да, и я хочу туда. Я все еще помню, что чуть дальше на север, нет, на юг, если вернуться, там была пещерка, которую я обнаружил и хотел исследовать. Я все еще этого хочу, но может быть найдется что-то поинтересней. Может быть я вернусь к ней позже. Ладно, наверное, достаточно коммуники пока. Да, и надо переодеть обратно эти штуки. Гоблинская снаряга тоже классная, по сути. Так-то. А, ну знаете, еще в зависимости от того, есть ли дорога туда. Мне потому что, как вы могли заметить, помимо всего, интересно еще изучать именно, так сказать, транспортную сеть фэнтезийных государств. Но, похоже, тут дороги нет. Наверное, можно прийти по-другому. Да, я помню, что я находил... Ну, вообще, изначально я тут путешествовал по пересеченной местности, по дикой. Внезапно наткнулся на дорогу. Вот я хотел сначала пройти по ней, но потом решил вернуться сюда немного, чтобы переоткрыть как бы вот эти все локации. Вот, да, где-то здесь. Эту дорогу я нашел. Вот, сейчас я хочу к ней вернуться. Это что тут у вас, забор такой? А, вот и пещера-то, ну все. Кстати, она выглядит как будто обжитой какой-то. Так, нужно еще одно зелье. Восстановление запаса сил. Пока лучших ингредиентов, кроме соленого риса из катла, нет. Пещера Ильним. А, пещера Релиса Ильнима. Это, да, она как будто бы обжитая. Возможно, ее обитатель будет дружелюбным. Бывает и такое. Вообще уютненько тут. Здравствуй. Какой интересный посетитель. И он такой: посетитель? Необычно. Но я приветствую тебя. Но боюсь, что мне особо не о чем с тобой поговорить. Меня зовут Релис Ильним. Я пришел сюда жить, чтобы медитировать и молиться во имя Альмсивии и храма. Если пожелаешь, можешь присесть и практиковаться рядом со мной. Какая прелесть. А для кого у тебя стол накрыт так? Смотрите, коммуника, хлебушек, смола. Что, ребят, смола на обед? Бутерброд со смолой? Чудесно. А, кстати, я сначала подумал, что он вегетарианец, но тут вот крабовое мясо, мясо никс гончий. Пепельный батат, конечно же. Ну, в общем, уютненько, даже водопад есть. Ну, смотрите, классно. Я б так тоже жил. Даже есть где помыться, считайте. Санузел, это вместо санузла. Бесконечный душ. Канализация, естественно. Ладно. Спасибо этому дому, пойдем к другому. И тут еще у него пруд. Ну, вообще идеал.
Все, теперь сюда. Тут вроде бы где-то был указатель. И что-то интересное. Там какое-то поселение, которое я еще не видал. Вот где-то здесь я наткнулся, да, на эту дорогу? Да, вот. Я, наверное... Нет. Где-то дальше, наверное, я вылез на нее. Можно, кстати, углубиться немного в глушь. Хотя бы посмотреть, да, за этот пригорок. Что тут видно? А, вот еще дорога какая-то. А, ну это она и есть, да? Так, не хочу заблудиться. А, черт, маны не хватает уже. О! Восстановление прокачал. А, это я очутился над ним. В общем, вообще сегодня не хочется никуда спешить. О, смотрите. Какая беседка. Ну-ка, ну-ка, там дамы, смотрите. Ну-ка. Где моя красивая шапка? Я вас сразу не заметил. Здравствуйте. А, ты рабыня. Вы тут прячетесь, да? Добро пожаловать, агент. Ты пришел насладиться бризом Лана Ритана с нами? Или, возможно, ты хочешь посетить Йеннена Салву? Это мой муж, он служит совету Индарил. Полагаю, сейчас он развлекает гостей перед обедом в особняке. Да, я с ним уже общался день назад примерно. Но я его жена, да, присяжная тоже. Знаю. Это как будто квестовые какие-то ребята, но, видимо, пока что квестов у нас никаких с ними нет. Возможно, где-то получаются квесты в другом месте. Как обычно, у нас все тихо в лесу. Если слухи, интриги по твоему вкусу, попробуй Морнхолд. Восхождение на трон юного короля Хлаула Хелсета всколыхнуло больше, чем парочку перышек. Ну, какое-то выражение прям. Лан Ритан очень мирный. Если ты сможешь найти для этого время, потрать его, прислушиваясь к звукам ветра, который проходит через листья, и погляди на то, как через них проходит свет. Это очень расслабляет. Красиво, да. Сейчас ночь, к сожалению. Но с MGXE это действительно все выглядит неплохо. И пошел в лес ночью такой. О, слышали? Ветер действительно тут. А ты что, на меня нападаешь, что ли, друг? У меня для тебя даже есть камень душ. В темноте все. Ты куда убежал-то? Вернись. И прими свою судьбу. Шкура Икуара совсем какая-то невыгодная. Так, где я оказался-то? Мне бы сейчас не заблудиться. Да, мне куда-то сюда теперь, чтобы вернуться на дорогу.
Вот он, указатель. Здесь перекресток у нас. Так, Некром, Сейлен, Тахвелл. Да, вот я хотел его посетить. Что это такое? Так, это дорога на Сейлен, да? А, кстати. Где Сейлен? А, вот он. Ну, тоже интересно было бы по ней пройти. Но мне сейчас не по пути в Сейлен, потому что я хочу прийти вот в это место, где-то рядом с Акаморой, потому что вроде как только отсюда можно попасть вот в эти долины. А мне туда надо по паломническим соображениям. Так что го сюда. Щит надел. Ну, пока что ничего не видать особо. Опа. Вот с этим деревом явно что-то не так. А, она упала. О, что-то я нашел. Возможно, это и есть Тахвелл. Или Тавел, наверное. Даже правильнее будет. Или... А, о, вон еще что-то. Особняк. Ну, раз это первая постройка, я в нее и зайду первым делом. Стражей дарил. Да, все еще в парадной форме своей. Не очень правильно в том плане, что я путешествовал по дикой... А, тут любуешься цветочками, да? Здравствуй. Пелерин. Чё расскажешь? Ничего нового. Просто basic NPC, окей. Так, у них это была столовая, а это что-то вроде... Кстати, классные у них тут сидушки. Что-то вроде кабинета. Так, агенты присяжного дома Индарил. В текущий момент я помогаю с делами нашего рода отсюда из дома. А, удаленка у тебя. Круто. Слухи, дезинформация. Как агент своего дома я должен просеивать правду, чтобы отделять ложь и различать, кто от кого что скрывает. И кто знает больше, чем следует. Какой. Это какой-то журнал семьи их. Таранен. О, навык торговли повысился. Смотрите, не ожидал. Записи финансовых сделок, семейства, различные вложения и владения. Тут ведется учет. Как много у них растительности, вот заметили? Это такой, видимо, данмерский стиль жизни. Ведение быта, что очень много
растений, причем они растут прямо вот для них тут целые сады организуются внутри дома, прям целые огороды, можно. Интересно. 3 кровати, типа детская, может быть. И тут еще. А, нет, это, наверное, слуги тут живут. Да? Они, кстати, лучше ко мне относятся. Да, обыватель. Ну и обывателей всегда есть о чем рассказать, например, о древней транспортной системе. Про пильонов в древних данмерских крепостях, типа Бессендриона. Кстати, в Бессендрионе про пильона нет, потому что они только на Варденфеле, на острове. Тоже интересная особенность. А, это, ну, святилище, конечно же. Альмсиве. Слушай, ты похож на моего друга Ульво из Саймры. Да, ты похожий мой коллега по храму, да? Ну да. Меня зовут Утрем Диван. Утрем Диван. Я здесь сейчас нахожусь как гость семьи Таронен, кстати, как будто финская фамилия. Это честь, что для меня помогать семье своими услугами. И да, теперь можно с каждым священником говорить о всех божествах, ну, всех святых. Слухи, советы, секреты, лор. Другие культы, а что за другие? А, это да. Почитают Деэдра у нас шлендеры, предковых... племенных предков, вот. Понял, спасибо. Конечно же, я до всех докопаюсь тут. Свиные дети. Блин, а почему? Я никогда не видел ни одного... Ни одной полной коллекции песни о Пеленале. Потом 8-й, кстати, выполнен в другом уже оформлении. Интересно. Опять гуары, да? Андатриан. А, это... тоже член семейства. Старейшина, говорит. Я очень общительный аргонянин. Но этим товарищам особо сказать мне нечего. Как можно увидеть. Ну, вот это точно кабинет. Коричневая книга. Fracture Armor. Интересно. Это орк написал книжку. Ни единого шанса скастовать. А, ну стоимость, потому что 40 маны. Оно сложное. Ну, спасибо. О, это как раз рассвело, смотрите. О, еще один указатель. О, смотрите, что в рассмотрении Мальмалексе. Тахвел туда. А это что тогда? Это, наверное, и есть плантация, которую я видел.
Ну, это целая крепость, смотрите-ка. О, вот простой народ. Ну-ка, что расскажет? You seek information, Argonian? Да, как раз я за информацией к тебе. Можно You seek information, Argonian. фермер. Так, ну-ка, ты можешь видеть реку Аритан вот прямо отсюда. Она течет в море, с земель Великого. А нет, она течет в море. Не, все правильно. Из земель Великого дома Дресс на юг. Да. Туда. А здесь, в сердце территории Индарила, так, долины, всякие леса зеленые. Контрастно очень. А, плантация Нитрил. Это плантация с высокими стенами. Вот прям по дороге туда. Семья Нитрил, в общем-то, с пониманием относится к присутствию маленьких фермочек, вроде моей и с Евой. Так как это наша, их обязанности и наша привилегия. Хорошо. Это там Акамора, наверное? А, нет, это... Да, особняк Тамарил. Вот как. Вот. Я вообще эту всю местность обозревал вот отсюда, когда пришел в особняк Тамарил. До него добраться-то непросто. Обычными средствами. Блин, красиво тут, черт возьми, смотрите как. Красиво прям вообще. Пожалуй, это одно из самых удачно получившихся мест. Тамриэль ребилда образца там. Я не знаю, когда они делали эту территорию. Может быть, в начале десятых, может быть, в нулевых, в середине еще. Или, может, в конце нулевых. Наверное, так как-то так. Хранилище. Рабы. Тут, кстати, еще выход. Ладно, потом посмотрим, куда он ведет. Это интересно, может там дорога куда-то еще на север, которая уходит как раз. А, велки пасутся у них. Прямо в пшенице. На пшеничных полях. Ладно, так точно норм? О, это тут часовня есть у них. Стражи здесь. Ну-ка. Ладно, в часовню зайду потом, наверное. Особняк. Что-то темно. Где мое кошачье зрение? Здрасте. Ничего себе тут столов. You seek information, Argonian? А, это тут типа кухня еще. Минруа Дулас. Домохозяйка плантации Нитрил. Очень занятая женщина. Нет времени на любезности. Ты находишься в особняке плантации Нитрил. Окей. О, что-то интересное, говорит, похоже.
О, смотрите, сколько реплик у нее уникальных. Услуги кто-то О. Ну давайте читать все это. Слышала, что в Морнхолде произошло какое-то столкновение по поводу восхождения на трон короля Хелсита. Всякого рода слухи распространялись, знаешь. Конечно же, это лишь информация из вторых рук. Детали имперской политики по большей части выходят за сферу интересов Лана Ритана. Совет для путешественника? Ну, просто наслаждайся своим времяпрепровождением в Ланаритане. Ты не найдешь ничего похожего в Моровинде, ничего такого же тихого. Ну, возможно, за исключением Антирина. Ну, не знаю, там неспокойно довольно, как мне показалось. Прекрасная, легко проходимая территория. Далекая от шума больших городов и всякого беспокойства пограничных регионов. Для приключенца вроде тебя Ланаритан и горы на север предоставляют, могут тебе подарить хорошую охоту, если ты ищешь всяких преступников, чтобы себя испытать. И также ты этим сделаешь услугу людям этой земли, если их устранишь. Наши стражи не могут быть повсюду. У нас тут особо уступ никаких нет на плантации. Ты можешь попробовать город Дрейним на юг или Миралак, который не так уж далеко в Альтаритане на юго-восток, юго-запад. А эта плантация — это дом семьи Нетрил. Советник Салюм Нетрил находится сейчас в часовне советницы. Ее сестра Сильвейн или Сильвени и ее племянники Дитрис и Халана, они находятся в основных зданиях особняка. А другие представители особняка и гости, они где-то здесь, в особняке. Это плантация Нетрил, да. Собственно, это главное здание. Всякие поля снаружи. Если пройдешь через главные ворота, ты найдешь главную дорогу, которая ведет на юг в Дрейним. А оттуда к Альмалексию. Спасибо, проинформировала. У меня есть такое ощущение, что мне квестов тоже не дадут особо. Поглядываю, что тут почитать можно у нас. Это гость, похоже, какой-то Индоси, Гулин, Пилигрим. Практически коллега. Тут, похоже, все то же самое. Да, спасибо. Ух ты. Куда вылез? Башня, смотрите. О, тоже какие виды отсюда открываются. Бессандрион и Аркнтант. Чё, как там это называлось? Арткос. Это что такое? Зачем тут шип посередине? Интересно. Здрасте. Ты тут спать собиралась? Добрый день.
Это мои покои, и я не припомню, чтобы я тебя сюда приглашала, поэтому, если у тебя нет ко мне никаких дел, я прошу тебя уйти. Да, и, конечно, есть дела, я хочу поболтать. Давай, все выкладывай. Прошу прощения, я не знаю. Если спросить про кого-то конкретного, я не знаю. Здесь никого особо так. Но ты походи вокруг. Я уверен, что найдешь кого-нибудь. May I help you? Да, ты уже помогла, спасибо. Ничего себе, целая башня в твоем распоряжении. Неплохо, хотел бы я так жить. Да, хорошо, он тут живется. May I help you? Племянник, да? Я довольно занят в данный момент. Это важно? Да, давай все рассказывай тоже. Так. Значит, кто-то важный. Моя мать находится на следующем этаже, моя сестра в ее покоях, в башне. Я уверен, что это все, кто тебе нужен. Ну, или ты найдешь всех, кто тебе нужен. Окей. У всех такие по комнате, по собственно. Красота. О, тут можно еще пройти. Блин, нет, нельзя. Из-за моих деревьев этих модовых. Тут можно пройти в башню было бы, стражи. Окей, неплохо, сообщается, все удобно. Грамотно сделано. Третий этаж. Это особняк, так особняк. May I help you? Гимн Шлендеров. А ты похожа на гостью. А ты часом не поэт? Гость, да. Я заядлая читательница поэзии. Ага, если ты еще не заметил. А я заметил, кстати, какой я внимательный. Я подумал, что она сама поэт. Я нахожу работы Хоратио Гарганата практически восхитительными, наверное. Возможно, немного устаревший к этому моменту, но он один из величайших имперских поэтов, еще живых сегодня. Конечно же, я все еще уважаю и ценю поэзию Моровинда. Но Гарганат... В нем есть что-то особенное. Зов зверей. А, вот его. Что-то приветствие осени. Времена года. Ага, ну да, я вижу, ты его любишь прям. Окей. Ну, вы же не против, да? Я давно не ел. А я тоже ваш гость. В какой-то степени. May I help you? Мамаша. Ну, все остальные внизу, говорит. Тут все то же самое.
ничего абсолютно нового мне не сказала. Так, ну, в общем-то, единственная точка интереса здесь остается — это плантация. Ой, то есть часовня. Слушайте, я по этим деревьям могу реально лазить. Может, это специально было задумано, что у них такие хитбоксы, как это назвать, модели коллизий. А, часовенка, кстати, небольшая совсем. May I help you? Святилище. Вот, кстати, мне надо, это мне надо. Восстановил длинных клинков навык. Да, привет, 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 все, здесь. Меня зовут Салюм Нетрил. Я служу совету Великого дома Индарил. И эта должность для меня честь. Милостью Эльмсивия уже многие годы. Слухи. Я не уделяю много времени подобным вещам, Холмс. Проведи достаточно много времени у власти, и ты, возможно, поймешь этот сентимент тоже. Морактонг, кстати, это враг Темного Братства. Нет никаких секретов, которые нельзя было бы получить из слов трибунала. Их учений и заповедей. Это дом моей семьи, не плантация Нетрил. И так было уже на протяжении множества поколений. А наша... Нет, а наш особняк величайший из всех, которые находятся поблизости. Как ты видишь, у нас достаточно места даже для собственной часовни, отделенной от жилых кварталов. Услуги. У меня есть все, что мне нужно. Прямо сейчас со мной. Я самое главное семейство Нетрил, но этот особняк — это владение нашей семьи. Поэтому я тут не одна. Рядом со мной моя персональная стража и наш персональный страж и священник Сунас Дратим. На данный момент это часовня и мои личные мысли, это все, что меня касается. Хорошо. Какая тетя важная. Привет. Ты меня любишь, да? Но у меня нет времени на слухи, говорит совет секрет. Опа. Множество наших книг были созданы, написаны вручную монахами монастыря Рамитрен, который находится на восток. Монастырь. Он на холме, на восток отсюда. Ну или на юго-восток, возможно. Пройди по дороге, к которой ты пришел. И пойди дорогой налево. Когда ты покинешь плантацию, его трудно пропустить. Окей, я дойду еще до него, похоже. Я уже на самом деле забыл, куда мне там... Я только очень в общих чертах помню место паломничества свое. Где-то, блин, на юг от Акаморы через долину, где, по-моему, еще и эшлендеры живут.
А, так, это я уже спрашивал. Лор. Митрил, это она, да. Паломничество. Не, ничего не подскажет. Ведь чего вот никто не подскажет? Что тут рядом интересного? Все. Вот, больше здесь я ничего интересного не вижу, поэтому давайте, друзья, закругляться на этом. Вот, немного подзатянул, но зато, по сути, все эти плантации исследованы. Возможно, теперь найдется что-то поинтереснее. Кстати, тут лес переходит в горы, прекрасный вид тоже. Намусорили, смотрите. Вот, спасибо вам за ваше внимание, за лайки, подписки, просмотры и так далее. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Rebuild. Пока-пока.